Зомби. Четко. Тема, которая известна с давних времен и популярна до сих пор, оставаясь на полу популярности. Как по мне, зомби-апокалипсис — это один из самых прикольных жанров в медиапространстве. Опасный вирус захватывает мир. У всех людей паника и отчаяние, но приходится брать какую-нибудь биту или топор и сражаться за жизнь. Про этих зеленокожих мертвецов все еще снимают фильмы и сериалы, порой трешовые, ну да ладно. Про них написаны комиксы и книги, да и компьютерные игры про них существует. Много игр, из которых есть и те, в которые я играл в детстве. Игры про зомби из нулевых. Вот это бомба! Plants vs Zombies со стрёмным Crazy Dave'ом и живыми горшками. Зомби-шутер, первая и вторая часть, от Sigma Team. Убойный и веселый шутер на 4, а то и больше игроков Left 4 Dead 2, Call of Duty с режимом зомби, Dead Space, Bad Day, Stubbs the Zombie. Это чё? Это экшен-драма от третьего лица, созданная на движке первого Halo. Какой-то ноунейм компашкой под названием Widlow Games, под издательством Asper, которые за всю свою карьеру сделали только одну игру, вот эту. Конечно, они выпускали еще игру Fighting про шимпанзе. Ну да ладно. Оценки у игры приличные. Я не побоюсь назвать эту игру шедевром своего времени. В этой игре такой уникальный геймплей. В других играх такого еще не было. В обычных игрулях про зомби вы играете за бедных выживших, которым нужно противостоять ужасным зомби. Но эта игра предлагает вам быть в шкуре зомби и жать людей направо и налево на различных локациях и создавать свою армию мертвецов, чтобы уничтожить цивилизацию людей. Прикольная обложка, на которую дохрена летсплейщиков нашлось. Игра не длинная в прохождении и линейная, состоящая из 12 локаций. На прохождение самой игры у вас уйдет 4-5 часов. Это на легком либо на среднем уровне сложности. Давайте взглянем на сюжет. Действие игры начинается с церемонии открытия вымышленного города Панчбоу в Пенсильвании в конце 50-х годов. Город сам по себе непростой, ретро-футуристичный, так называемый райский уголок без нищеты и преступности. По городу ездят роботы и крутые электрички. Короче, Москва-Сити. Тут всем заправляет один плейбой-миллиардер-филантроп Эндрю Гарфилд. Эндрю Мандей. Надо же, у чего фамилия Понедельник. А весь город спроектировал усатый фашик Герман Вай. Андрюха говорит типа: ну вот, город построен. Весь мир когда-нибудь будет такой же, как и Панчбоу. Ну и бредятина. Оператор делает переход в парк, где молодая пара зумерков отдыхает на природе. Но из земли влезает рука и отбирает сосиску. Знакомьтесь, Стабс. Молчаливый, красивый курильщик в стильном костюме и дроидтеле. Майкл Джексон. Извините. Нам подкатывает экскурсовод, будем звать ее Тамара. Тамара дает нам леща за воровство, хаваем быдло сумера. Сам парк небольшой, здесь ходят люди. Да в принципе, обычная городская обстановка. Идем к ментам, они нас стопорят и говорят садиться в тачку, потому что мы бомж. Ставим на место копов и идем на центральную площадь города. Развлекаемся по полной программе, и по нам уже идет огонь от ментов. Бежим от них и садимся на электричку. Ментам поступает звонок от шефа полиции, который жалуется на беспорядки в городе и просит все исправить. Приезжаем на остановку, где видим рекламный постер городского сада с прекрасной дамой Мэгги Манды. Именно она в начальном ролике стояла рядом с Андрюхой. Это его мать. Переходим в сад, поет хор, и мы видим саму Мэгги с каким-то усатым дедом, который подкатывает к ней. Тут нарисовываемся мы, и усатик уносит нашу спутницу. Не отчаиваемся и садимся в тачку под названием Садомобиль, у которой есть пушка с навозом. Разносим всех щи. Сама локация большая, и иногда непонятно, куда надо ехать. Открываем двери и забегаем в сувенирную лавку. И видим деревенщину по имени Отис Мандей. Он немножко так прихеревает с того, что увидел нас, и затирает монолог про коммунистов. Короче, он чокнутый. Следующая кат-сцена. Два мента едут на заправку, встречают бензобота, который предлагает заправить им машину бесплатно. Те соглашаются, и он сыт в бак бензином. Реклама. Менты прихеревают с такого поворота, и одному из них тоже приспичило туалет. Бензобот говорит, что сегодня творятся странные вещи, и к ним на парковку забегал какой-то странный господин. Мент догадывается, что это господин, это Стабс. Стабс же расправляется с другим ментом. Примета. Если свет в туалете выключается со звуком значит в туалете кто-то есть. Забегаем в полицейский участок. А зачем? Жрать мозги. Великолепный план. Эта локация сама по себе прикольная. Сначала мы хаваем преступника в комнате с ростомером, а пройдя дальше, наблюдаем стены с разыскиваемыми преступниками. Прикол в том, что на одной из этих табличек есть лицо Стабса. Откуда оно взялось, как, неизвестно. Стоят автоматы с вкусняшками, столы с кофе, мотивационные плакаты, туалет. Также на этом уровне есть и телевизоры, откуда и вещает разную информацию шеф полицейский. Вы можете прогуливать уроки танцев. Проходим дальше. Где шеф говорит всем, что в отделении полиции зомбари шастают. И начинается жесткая заруба двух команд. Сжираем всех, и нас вяжет ОМОН.
Очухиваемся в лабораторной комнате тюрьмы, где врачи нас осматривают. Шеф из компа говорит нам, что наше приключение закончилось, и остальных наших братков уберут с улиц, а нами он займется лично. Майклу Джексону такой подход не вкатывает, и он отрывает себе руку. И начинается геймплей за нашу руку. Стабс на протяжении остальной игры сможет использовать эту способность, захватывая разум противника и управляя им. Да, у нашего героя есть 4 способности, которые открываются по мере прохождения игры. О них поговорим позже. Пробираемся через ментов и спасаем Стабса. Хаваем врачей и устраиваем побег. Сбегаем к шефу, который вместо того, чтобы просто убить нас, устраивает Dance Battle. Сам Dance Battle состоит из 5 раундов. После пляски шеф затанцовывается в комнату с оружейным арсеналом, но Стабс по таймингу втихаря прикрепил к нашему кишку, Ну как, зомби? которая взрывается, и мы взлетаем ввысь. Идет катсцена, где на парковке девка из начала игры уже мутит с другим. Майкл приземляется к ним на капот, от чего те убегают, куда глаза глядят. Не очень мягко падаем и идем дальше. Теперь мы в городе, в котором везде кишат полицаи и ОМОН. Мирные граждане уже вооружились топорами и битами. Они точно готовы дать отпор. Пробегаем через парковку и спускаемся на лифте вниз. Еще прогуливаемся по городу. На самой локации находятся разные магазины и кинотеатр, в котором проигрывается голос диктора, рекламирующий фильмы, и у него немало фраз. После авиакатастрофы Фредди оказался на тропическом острове, где он учит дикарей, что для того, чтобы танцевать рок-н-ролл, им не нужны 2 руки и 2 ноги. В потрясный саундтрек вошли все хиты Фредди, в том числе и «Ну-ка потрясись», «Оттанцуй себе носки, ботинки и ноги», «Ноги не нужны для рока», «Рок-рок-рок-рок-рок» и тому подобная дребедень, которую дети называют музыкой. Кинодебют отстойнейше-позорнейшего Фредди Пэдди на следующей неделе на канале 2 в 1. Поэтому можно тупо встать в АФК и слушать, что он говорит. Проходим дальше и встречаем фермеров во главе с Отисом, которые хотят истребить всю мертвечину, которая направляется к торговому центру. Устраиваем погром и врываемся в ТЦ. В самом торговом центре ничего такого прикольного нет, но если только эскалаторы прикольные, в которых прям взлететь можно. Поднимаемся и ловим деда, но этот колхозник, тот еще хитрец, и ставит против нас жердяя с бензопилой, у которого пластина в башке. Да я ж пошутил. Отрываем руку и жираем пивозавра. Ням-ням. Сбегаем из ТЦ за пенсионером, который уже прыгнул в свою тарантайку. Сбивает нас сзади и уезжает. Но прикол-то в том, что наш зомбак успел зацепиться за дно машины и поехал с ним до деревни, где дед предупреждает своих об опасности. Пройти мы не можем, так как старый хрыч закрыл ворота. Но не теряем время и подрываем машину, тем самым перелетев через забор. Тут начинается интересная механика стелса. На этой локации присутствует кукурузное поле. И разрабы такие: а чё бы не сделать как в фильмах ужасов? Итак, в кукурузном поле враги вас практически не замечают, и их можно спокойно хавать. А если враги заметят, то сбежать от них не составит труда. Проходим дальше и находим трактор с вилами, на который можно насаживать врагов, как сосиски у костра. Ням-ням. Доезжаем до чекпоинта и видим большой дом. Так вот, этот дом этого чокнутого деда. Мы перед рейдом дома с братками произносим мотивационную речь в амбаре. Маски. 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 Мозги. Мозги. Хватит! Рейдим. Сынок, из тебя получится. Сам дом большой, с кучей комнат и фермеров. Поднимаемся наверх и встречаем деда с динамитом в руках, который уже хочет подорвать все к чертям собачьим. Дед смотрит на Стабса и проигрывается флешбэк, как на этом же месте давным-давно стоит человек в таком же стильном костюме, как и наш герой, и звучит выстрел. Короче, дед знает нашего героя. Он-то его и застрелил. А почему он его застрелил? Стабс кидает спичку в коробку с тринитротолуолом. А вы знали, что тринитротолуол одну из наиболее распространенных бризан? Дом взрывается. Ну, как взрывается? Видимо, только крышу пробило, и внутри что-то задел этот динамит. Прилетает фоточка 7 понедельников. Ненавижу понедельники. Поэтому мы садимся на овцу и ускакиваем на ней к водохранилищу города. Нашему чудику приспичило поссать, поэтому заходим внутрь, чтобы найти туалет. Пробираемся через тыл ученых с игрушечными пистолетиками в лифт. После спрашиваем ботаника, куда можно отлить. Он говорит нам: Отвянь, я работаю.
Слушай, если не добавить чертову антибактериальную сыворотку в чертов водоем, какой-нибудь зомби подойдет, помочится туда, и мы все трупы, как только подойдет время пить чай. Благодарим его, немного ужинаем и идем к водице. И сейчас вы увидите лучший момент в игре. Ссать в воду для города, чтобы загрязнить эту воду. Феноменально! Врубаем ток и после этого спускаемся вниз с братками, дабы те замкнули ток и разрушили дамбу с саниной, чтобы вся эта 60-метровая волна мочи затопила город. Замыкают, дамба разламывается, саки затопляют город, и мы уже тут, в городе, в котором творится хаос. Здания разрушены, повсюду военные, которые пытаются избавиться от мертвечины. Встаем и смотрим новости по телеку, где Мэгги говорит гражданам уезжать из города как можно быстрее, но ее перебивает сынок, который говорит всем, что этот потоп принес ему миллионные убытки, и говорит гражданам, что нужно оставаться в городе, и все будет хорошо. Короче говоря, думает только о деньгах. Мэгги уносит тот усатый хрыч из второй миссии. Снова проходим через этот ад с вояками и минами. Кстати, на этом уровне есть бар с музыкальным автоматом, в котором играют саундтреки из игры. Пробираемся через баррикады и катсцена. Немец Хаттабыч говорит солдафонам, что они должны защищать его лабораторию. Затем просит не трогать зомбаря в уродливом галстуке. Нас. Они его шлют куда подальше. Имбецил. Снова нужно ломать баррикаду. Но вот на этом моменте игры у меня каждый раз полыхает жопа из-за множества солдафонов с РПГшниками на баррикаде. Сломали баррикаду и идем в научный центр. Хаттабыч через экран телека говорит нам, что военные скоро разнесут это место, только чтобы убить нас. Он предлагает нам сделку. Если ты доберешься до моей лаборатории и не будешь ничего разрушать, я готов. Научный центр, как и водохранилище, содержит в себе дохрена ученых и роботов. Поднимаемся наверх к Хаттабычу. Он говорит, что он на грани величайшего научного открытия. Он изучил наше ДНК и понял, что Стабс воскрес благодаря навозу, который он разработал для газонов панчбола. Я жив благодаря тебе! Короче, он создал изобретение, которое создает людей, но оно недоработано. Чтобы его доработать, ему мы и нужны. Избиваем ботаника, после чего скотина наводит на нас лазер, но в тайминг подъезжает бензобот и взрывается вместе с гадом. Выходим на свежий в кавычках воздух, снова видим плакат с нашей возлюбленной, который намекает нам, что стоит купить букетик ароматных роз и трюфеля. А в городе та же обстановка. Истребление расы мертвых. Забегаем в магазин, вежливо болтаем с продавцом. Ну все, подарок есть. Кто такой Степс? Да преступник, вот кто он такой. Можно ехать, садимся в танк, поет хор. Ням-ням. Ездят танки. Ну вот, скоро финал. А так все начиналось ярко. Заходим в мэрию, где повсюду вооружены охранники в полосатой форме. Пробираемся через них на самый верх. А тут и усач, который к нашей даме подкатывал. Я все продумал, трупак! Мне не нужно оружие! Все, музыкальная пауза. И я... И я того же мнения. И я того же мнения. Встречаем Тамару, которая болтает по телефону. Она говорит, что позвонила центральному компу американской армии и сказала, что через 5 минут намечается бомбардировка города. Чтобы вы понимали, весь этот хаос, что устроил наш зеленый друг, произошел за один день. Неплохо, неплохо. Вот этот танцор убил кучу людей, устраивал взрывы, затопил город мочой, тем самым разрушил город и привлек военные силы. Врываемся в кабинет мэра, где находится Мэгги. Сначала она боится нас, но спустя мгновение она узнает нас знакомого человека. Андрюха говорит мамке отойти, но та защищает нас. Не делай этого, Эндрю! Я люблю этого зомби! Прошу прощения. Проигрывается флешбэк, с чего весь этот трэш в игре и начался. 1933 год, время Великой депрессии в Америке. Камевояжер по имени Эдвард Стаблфилд, обычный торговец, который просто ходит, бродит, зарабатывает себе на жизнь. Заскакивает к дому Отиса. Дверь отпирает молодая Мэгги и приглашает к себе на чай. Затем приезжает батя. А батя-то не к добру, что в его доме чужие люди находятся. Выгоняет из избы Эдика. А напоследок и стрельбу своей винтовки на нем проверяет. Через 9 месяцев и появляется на свет Андрюшка. Сам же Андрей прихеревает с этой историей. Якобы вот, мой отец бедный торговец, который мой же город и разгромил. Ах, Эндрю, постарайся меня понять. Не забываем про подарок даме. О, Эдди. That's what I'm talking about. This shit means something to me, man. Ты уничтожил весь город. Убил мою семью.
И теперь, полагаю, собираешься убить меня? Что ж, попробуй. Давай, попытайся, папа. Начинается финальный файт бати против сына. Сунули-то у нас вообще сыкло какое-то. Вместо того, чтобы нормально по-человечески поговорить, берет и врубает силовые поля. Ну все, держись. Последней кишкой одолеваем сына Боблиса. Вот и все. Доигрался наш сынуля. Женушка же нас стопорит и говорит типа, ну ты забей на него. Садимся в лодочку. Андрюха выбегает на улицу, где уже прилетают самолеты с бомбардировкой. Взрыв. Сюжет игры получился довольно юмористичным, но все же в нем присутствует и драма. История о том, как любовь побеждает ужасное зло. Эта игра показывает нам, что в этой истории мрази-то как раз таки не зомби, а люди. Люди в этой игре — это тупые существа, которые не понимают, что творят и ради чего живут. И на их фоне Стабс смотрится как положительный герой. Герой, который тем самым созданием армии мертвецов и разрушением города все исправил, очистил людей от порока алчности. Все люди в мире игры, в них нет души, они не вызывают сожаления. Это не минус игры, а наоборот, отсутствие какой-либо души в людях. Они хорошо вписываются в сеттинг игры. Еще, конечно, прикольно во время того, как играешь, слушать их фразочки по типу Не ешь меня. Ну почему я? Я тебе сейчас покажу куски. Мои мозги! Сейчас тебе станет действительно плохо. Моя рука! Сейчас ты у меня попрыгаешь. Но момент в финале игры, когда Стабс съедает мозги Мэгги, такое ощущение возникает, как будто она перешла на правильную сторону и перестала быть человеком. Локации в игре вполне стильные, хорошо вливаются во всю эту трэшовую атмосферу. Да и сама игра выглядит как кинцо из 50-х годов из-за эффекта пленки на экране. Игра короткая, ну и славно. Она не дает заскучать, подбадривая различными геймплейными ситуациями. Черт возьми, мне эта игра напоминает серию GTA. Вот мы и добрались до уникальной части этой игры — геймплей. Поговорим про нашего главного героя и его способности. Итак, сам игровой процесс построен на дефолтном убийстве врагов путем пожирания мозга. Жрайте мозг врага, и он превращается в вашего лучшего друга на время. Хочется отметить, что во время съедания мозга врага кровь просто хлыщет фонтаном и морает стены и пол. Кайф. Стабс мыслит лучше, чем вся другая мертвечина, поэтому и действий он выполняет больше. Он медленный. Как ускориться? Нужно немного пройтись на плюс В, и он устремится вперед. У нас имеется индикатор ХП и способностей. Стабс же зомби, поэтому имеет регенерацию. Побывали в бою и сильно надамажили? Бежим в укромное место. Пожиранием мозгов вы пополняете ХП и счетчик скиллов. Поговорим про боевку. Стабс умеет драться и делать комбинации ударов. Чтобы сожрать мозг врага, вам нужно его оглушить. Чтобы его оглушить, нужно бить. Бьете пару ударчиков, враг крутит головой, как в Mortal Kombat, и можно хавать. Но на каждого вида врагов есть отдельное число ударов. На кого-то больше потратите времени, а на кого-то меньше. О самих врагах поговорим позже. Стабс умеет убивать врагов одним действием. Это либо сожрать мозг со спины. Со спины абсолютно все враги в этой игре уязвимы, либо напрыгнуть на них, тем самым повалив и сделав уязвимым. Также обычными ударами руками и ногами Стабс может случайно оторвать руку, или сразу полтела, или голову. А также, вместо того, чтобы съесть мозги, он может просто оторвать руку и использовать ее как рукопашное оружие, которое нехило так наносит урон врагам. Скиллы. Со всеми скиллами в этой игре знакомит нас Тамара. Всего у нас имеется 4 скилла, которые открываются по мере прохождения игры. Первый — пердеж. На кнопку F Стабс может пердеть на толпу врагов, тем самым вывести их из строя и дав спокойно съесть. Имбовая способность. Также с помощью пердежа можно выгонять врагов из транспорта. Второй — кишечная граната. На кнопку G Стабс засовывает руку вовнутрь себя и достает свои внутренности и бросается ими во врагов. Эти кишки умеют прилипать к врагам и спустя время взрываются, но есть и возможность детонации. После того, как вы кинули гранату, снова нажать на кнопку G, и она мгновенно взорвется. Третье — рука.
Стабс может оторвать свою руку на букву H и может полностью управлять ей. Рука захватывает разум врага. Это хорошо показано на уровне в тюрьме, где эта способность же и открывается. Имеется возможность стелса за взятого врага. Убрав оружие, на вас никто не будет нападать, и вы можете спокойно пройти через врагов, без всяких стрельбищ. Но и не обязательно стелсить, ведь рука позволяет вам стрелять из оружия врага. То есть, игра превращается в шутер, и можно очищать себе дорогу хорошим огнестрелом, но убитые вами враги уже не превратятся в зомби. Помните об этом. Четвертое. Голова. Стабс, будто международный чемпион боулинга, может оторвать свою бошку и использовать ее как шар. Сама же голова дымится, тем самым ваншотая врагов, когда вы проезжаете мимо них. Если прокатитесь под врагом, отрубите ему обе ноги. Голова, так же как и кишки, взрывается, и также имеет детонацию на кнопку X. Ну вот, с таким арсеналом вам никто в игре не страшен. Остается только продумывать ваши действия на уровнях. Иногда даже придется быть экономным, дабы пройти сложный этап с нужной вами способностью. В игре также есть транспорт. Управление на всем транспорте в игре идентично с управлением Halo. Игры-то на одном и том же движке, только поворачиваете вы мышкой. Если вы перевернулись, имеется возможность перевернуть транспорт в нормальное положение, подойти и нажать Е. Итак, виды транспорта. Первый — садомобиль. Машина, которая стреляет навозом на уровне с садом. Второй — трактор фермеров. Самый веселый транспорт в игре. На ковш прикреплены острые предметы, благодаря которым врагов можно насаживать на них. Третий — обычная футуристичная машина ученых. Вмещает в себя много мест, благодаря чему можно кататься с кентами. Четвертый — военный джип. Простой джип-вояк ездит достаточно быстро. NPC-вояки часто катаются на них. Пятый — лучший транспорт в игре. Имеет броню, так что пулями вас не заденут. Но РПГ или снаряд другого танка нанесет вам немного дискомфорта. Носит всех к чертям собачьим. Короче говоря, имба. Враги. Врагов в игре просто тьма. Пройдемся по их классификации. Мирные жители. В начале игры они беззащитны, но позже, после тюрьмы, в городе они уже вооружены, но все равно убиваются одним нажатием. Полицейские. В основном менты стреляют из пистолетов, однако некоторые из них бывают с шокерами, которые нифигово так сносят хп. Детективы. Они жирные, в прямом и переносном смысле. Победить их сложнее, чем полицейских из-за хп. Все так же стреляют из пистолетов. ОМОНовцы. Тот вид врагов, которым нельзя сожрать мозг. Вместо этого мы просто отрываем ОМОНовцам руку. Они вооружены полицейским щитом и дубинкой. Есть и другой вид ОМОНовцев с противогазом, который не реагирует на ваш пердеж. Колхозники. В игре их два типа. С двуствольными дробовиками, которые делают 2 выстрела, и с обычной винтовкой, которые могут стрельнуть 1 раз, но больно, только перезаряжаются 2 часа, что делает их на время уязвимыми. Жердяи с бензопилой имеют очень много хп, убиваются долго. Сначала нужно руку оторвать, а зачем уже хавать? Легко контрятся трактором. Ученые. В начале игры ложки, но уже в середине игры они имеют пистолетики с лазерами, а те, что в желтом, они имеют звуковую пушку, которая способна отталкивать на большое расстояние. Певцы-фанатики. Усатые участники множества хоров, так же как и ученые имеют пушки с лазерами, но под конец игры у них уже имеются лазерные базуки. Долго бьются, но если используют скиллы, то норм. Роботы. Глупые людишки вечно все ломают. Они добрые, если их не бить. Вы меня поцарапали. Пожалуйста, не надо меня бить. Взрывается при нанесении им большого количества хп. Военные. Вояки в этой игре уже вооружены оружием поприличнее прошлых врагов. Бывает 3 видов. Солдат в берете, ему можно прокусить башку. Солдат в каске, ему нельзя прокусить башку. И снайпер. Чертила, который одной пулей сносит вам половину, а то и больше хп. Контрятся захватом рукой. За них и играть прикольно. Как я и говорил ранее, люди в этой игре бездушные, но некоторые боссы все-таки выделяются харизмой и намерениями. Шеф Мастерс. Нужно победить в танцевальной битве. Не обязательно выполнять все идеально. Сам босс-файт не очень сложный. Если не получается пройти, игра в конце концов предложит вам пропустить задание. Клетус. Кореш Отиса Манде. Топово владеет бензопилой и херачит всех направо и налево. Первое прохождение сложный, а если вы проходите игру не в первый раз, то побеждается норм. Герман Вай. Летает на ранце и хреначит лазерами. Летает в силовом поле, которое можно пробить, если вы деактивируете машину, нажав все кнопки. Затем херачите немца с киллами. Эндрю Мандей. Блин, да кто там звонит? Погоди, а как же мистер Скегнес? Мистер Скегнес не считается боссом этой игры, потому что он... Лошара! Эндрю Мандей. Сынок! Папаня! Олигарх находится в 2 защитных полях. Чтобы его победить, нужно эти поля сломать. Не обязательно ломать все поле, достаточно сломать дольку от одного и следующего поля и закинуть кишку или голову в мэра. Пока мы не ушли от геймплея, хотелось бы отметить, что в этой игре присутствуют пасхалки в виде головы гипопотама, логотипа Widlow Games. Они порой редко, но появляются на практически любой локации. Соберете один из них и включится аудиозапись с комментариями разработчика, но они на английском языке, и перевести их придется самостоятельно.
Я обещал сплясать на твоей могилке, и это была не шутка. Саундтреки этой игры. Совершенство. Буквально до каждой крошечной детали. Earth angel, earth angel. My boyfriend's back and we're gonna be in trouble. Hey, now. There's a place where lovers go. Сделаем отступление и для начала поговорим про то, что же стало с компанией Vital Games. После выхода Stabs Zombie, они в 2008 разрабатывают игру про обезьянку Hail to the Chimp. Все вроде как хорошо, но происходит кое-что неладное. Их заметил дьявол во плоти под названием и предложил им работать на них и делать для них игры. Они согласились, и через год, в сентябре, их компашка уже принадлежала Диснею. Разработали они для них игру Guilty Party, а затем Дисней такие говорят: идите создавать игры на телефончике. И вот, нагреб бабла Дисней с разрабов наших и говорит: шел бы ты отсюда, петушок. Дисней закрыл Wildlet Games. Но права на Stabs Zombie остались у Aspyr, и они через 7 лет после закрытия Wildload'ов в 2021 году выкатили ремастер Stabs'а с возможностью играть в 4К и 60 FPS. В ремастере исправили ошибки с оптимизацией игры на современное железо. Вышла она на все современные консоли, в том числе и на ПК. Я сама неотвратимость. Чё? Чего? Переиздание Стабса. Посмотрим же, чем отличается ремастер от оригинала. Так как Vital Games закрылись, они потеряли права на саундтреки из игры. Ну там Mr. Sandman, Lollipop и другие. В оригинале у нас в менюшке играет один трек за другим. Ты погружаешься в игру в этом меню. А в ремастере нет песен в меню. Слушайте саундтрек езды на садомобиле по огороду из второй миссии. Графика. Я посмотрел игры, которые выходили в 2005-м. Ну, что тут сказать. Для 2005 года графика норм. Но если играть в оригинал сейчас, то не всем зайдет. В ремастере же картинку четче сделали. 4К, 60 FPS, все дела. И позже добавили обновление Monday Vision, которое позволяет вам выбрать фильтр для игры, какой захотите. В ремастере нет русской озвучки. Про озвучку Гоблина я промучу. Только скажу, что он переименовал игру как «Месть короля» и изменил повествование сюжета. Да и вообще в ремастере нет никакой озвучки. Только оригинал да субтитры на 7 языков. Удобство. В оригинале наш герой был медленным. Разгонялся он только через несколько секунд. Теперь Стаб сможет бегать на Shift. В ремастере есть фоторежим, как в Спайдермене или RDR 2. Нажимайте на кнопку F7 и управляйте камерой. Управление у камеры необычное. Чтобы ей управлять, вам нужно зажать среднюю кнопку мыши, колесико. И можете летать на VSD, подниматься и опускаться на R и F. Повороты влево и вправо на T и G. G, G, да. В ремастере завезли игру на двоих. Проходить кампанию игры теперь можно с дружбанчиком. В оригинале режим на двоих тоже был, но только на Xbox Original версии, а на ПК его вырезали. Но зато можно звать друга в Steam и ностальгировать через Remote Play. Только одному из вас понадобится контроллер. Я же в своем случае использовал геймпад от PS3. Ну чё, погнали в Стабса?
Бля, не, братан, да я в доту пошел. Давай завтра. Много часов спустя. Вдвоем в Stop the Zombie играть очень прикольно. Экран разделен на две части. Один играет за Стапса, другой играет за Грабса. Это типа брат-близнец Стапса. Вы делаете коммуникации друг с другом. Тем самым геймплей не только упрощается, но и немного изменяется. Например, на миссии с танцполом первый раунд танцует первый игрок, а следующий будет танцевать другой. Или миссия в тюрьме, когда Стапс получает способность отрывать руку. Первый игрок сидит в клетке, а второму нужно спасти их обоих. У меня сейчас Стапс жопу чесал. Реально? Да. Нормально. Миссия на водохранилище. Один может мочиться, а второй будет его защищать. А можно все делать вместе. Тогда вы намного быстрее пройдете. Но при совместном прохождении иногда идет все не гладко. Все. А кто это так? Базучки. Ай-яй-яй. А мне тоже не... А почему я не могу кидать тоже? У меня есть, но я кидать не могу. У тебя есть. И А я не могу кидать его на ты кидаешь на Q. Прокрасться. Ай-яй-яй. Не хавай, не хавай. Да, я умер. А я не могу кишки кидать. Почему? Смотри, а я не могу, у меня не кидаются кишки. Когда один из вас умирает, например вы, то чтобы вы возродились, вашему напарнику нужно тихое местечко. Ибо если он в битве, а вы мертвы, вы не сможете заспавниться. А еще можно ачивки позарабатывать. Stop the Zombie in Rebel Without a Pulse — это если не лучшая, то одна из лучших игр про зомби в принципе. Разработчики сделали все по формуле. Взять то, к чему все привыкли, и перевернуть концепцию. Показать, что у зомби тоже есть чувства. Да, графика игры тупо устарела. Все-таки 2005 год, и на данный момент уже немногим понравится. Да и банально саму игру запустить на современное железо — это танцы с бубнами. Чтобы запустить оригинал, вам надо переименовать экзешник Stabs.exe на код SP и установить Widescreen Fix, мод, который делает экран в старых играх 16:9. А это все может и не заработать. Вот у меня, например, оригинальная ПК-версия запускается вот так. Просто все в черном. И на некоторых миссиях у меня слева сверху вот этот квадрат долбанный. А когда я играю за руку, у меня двойной экран. Как это фиксить, я понятия не имею. Но радует тот факт, что про игру не забыли. Играется на ура. Никогда не забуду этот долбанный танцпол с офигенными треками. И все это делает уникальнейший геймплей. Игра хоть и редкая, но воистину шедевр. Всем советую. И я хочу поблагодарить одного человека на ютубе, Орзана. Этот человек 10 лет назад записывал летсплеи по этой игре. И благодаря его видеороликам я и, возможно, другие люди, живущие в СНГ, познакомились с этой замечательной игрой. Спасибо за детство, легенда. И на этой прекрасной ноте я, пожалуй, и закончу. Не будем забывать, что у Аспер все еще есть права на игру. И, возможно, в прекрасном будущем они выпустят вторую часть. Спасибо за просмотр. Удачи.